Привет! В этом уроке мы говорим с вами об онлайн-шоппинге, что это в том числе удобно и выгодно. Сейчас я хочу поподробнее рассказать о программе скидок и бонусов LaModa Club. Как это работает? Вы регистрируетесь на платформе, совершаете покупки, оставляете отзывы, участвуете в вопросах и таким образом копите баллы. Чем больше вы вещей в итоге выкупаете, тем выше ваша персональная скидка. Она может достигать 25%. Помимо этого, там еще много дополнительных бонусов, привилегии от партнеров, большее количество товаров в корзине и другое. Все это вы можете в любой момент посмотреть в вашем личном кабинете на LaModa. Ну и, конечно же, у вас есть промокод от меня. Так что регистрируйтесь в программе LaModa Club, ведь бонусов много не бывает. А мы начинаем. Привет! Мы продолжаем курс «Персональный стилист» от Schoolgosh. С вами снова я, Гоша Карцев. На прошлой лекции мы обсуждали, кто такой стилист, рассмотрели яркие примеры профессий в мире, усвоили, что насмотренность – это важно. Персональные стилисты работают с вещами в поле, то есть в магазинах, и должны в них быть экспертами, чувствовать себя как рыба в воде. В первую очередь важна практика. Чем больше вы ходите по торговым центрам, изучаете бренды и их ассортимент, тем лучше вы ориентируетесь. Для начала нужно понять, что такое сегменты модного рынка. Это категории, на которые марки делятся в зависимости от качества и ценовой политики. Итак, у нас есть люксовые дома. Эти марки вы видите на подиумах. Они делают от кутюр и прет-а-порте. Кутюр вы в магазинах не встретите. Эти вещи делаются под заказ, вручную и продаются за бешеные деньги как предмет искусства. А прет-а-порте – это готовая одежда в стандартной размерной сетке. И именно она представлена во всех бутиках. По версии Forbes, самые известные и значимые бренды категории люкс – Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Chanel. Перечислять их можно долго. Более или менее полный список вы найдете на Vogue Runway, заглянув в расписание недель мод. За высшим сегментом идет средний. Марки, которые входят в эту категорию, часто называют бридж-брендами. Сюда входят те, что по ценам заметно отстают от люкса, но при этом недоступны большинству потребителей масс-маркета. Кто попадает в эту группу? Во-первых, вторые линейки тех же люксовых брендов. Большие дома часто запускают демократичные линейки, чтобы расширить аудиторию. Это и способ вырастить новых покупателей. Сначала девушка может позволить себе сумку только Red Valentino, ходит с ней, привыкает к бренду, а потом подрастает, устраивается на работу получше и идет уже Valentino за люксовой линейкой. Сюда же мы записываем Ами, Tommy Hilfiger, Mash, Sandro, All Saints, COS, Massimo Dutti, Uterq. Среди этих брендов есть те, которые чуть дешевле, те, что дороже, но в целом все держится в рамках. За средним сегментом идет масс-маркет. Массовые бренды я тоже делю на две группы. В одну отправляем марки, где никакого дизайна и сплошной копипаст. Это Concept Club, Sella, New Yorker, Forever 21 и прочее. Огромные масштабы и низкое качество. Эти бренды могут пригодиться, если вы работаете на съемках, а бюджет маленький. Например, когда вы только начинаете карьеру и делаете первое портфолио. Вторая группа – бренды поприличнее, с минимальным, но все же дизайном. Это H&M, Monkey, Uniqlo, Mango, Weekday, Arket, Marks & Spencer. Последние многие тоже избегают, но там пусть и не самые модные вещи, но зато качественные. В том числе для плюс-сайз, что для масс-маркета было раньше редкостью. Кстати, моя мама Marks & Spencer очень любила. Это все довольно очевидно. Тоже мне новость. Одежда бывает дорогой, средней и дешевой. Но вы должны понимать главное, как с этими сегментами работать. Состоятельная клиентка, которая вся на люксе, в Sella вы не пойдете. А вот H&M можно предлагать разным. Потому что у него много линеек, которые отличаются по цене и качеству. Есть премиум quality, H&M Trend, Studio. Там бывают крутые вещи. В России их, правда, очень быстро разбирают. Еще есть коллаборация с большими домами. Кстати, не только у H&M. За ними идет настоящая охота, в которой участвуют даже знаменитости. Отдельный вопрос у меня к брендам Inditex. Это большая компания, которая относится к Zara, Massimo Dutti и Uterq. И все эти бренды для меня отсутствие дизайна и так себе качество за непомерно большие деньги. Zara вообще ненавижу. Все их попытки в дизайн – это тоска и печаль. Но у них неплохая базовая линия для тех, кто работает в офисе. Моя сестра бухгалтер
любят линию Basic и Woman. Massimo и Utterk еще дороже, и с качеством и дизайном такие же проблемы. За те же деньги можно легко купить люксовую или премиальную вещь на распродаже или в аутлете. Она будет качественнее, и ощущение себя в ней будет совершенно другим. Мы все немного жертвы маркетинга, и в футболке Balenciaga, конечно же, чувствуем себя иначе, чем в футболке Massimo. Вы спросите, зачем экономить, если плачу не я? Для меня дело в азарте и уважении. Мне нравится, когда я могу сэкономить деньги клиенту, чтобы он понимал, за что он мне платит. Аутлеты – отличная возможность купить люксовые вещи за совсем не люксовые деньги. Так называют магазины, где распродаются товары известных брендов, не проданные в основных точках. Скидки доходят до 90%. Мой личный фаворит – ЦУМ Дисконт. В России аутлеты появились в 2012 году. Тогда открылся Outlet Village «Белая дача». А вот в Америке, где любовь к аутлетам и началась, они существуют с 30-х годов. Сперва открывались при фабриках конкретных брендов на первых этажах, а уже после переехали в отдельные магазины. Ну а потом магазинов стало так много, что их начали объединять в целый аутлет-деревня, где можно не только закупиться люксом со скидками, но и посидеть в кафе и послушать концерт. Прогулки по таким загородным аутлетам – любимое развлечение многих в поездках по Европе. Особенно ими славится Италия. Я сам в аутлеты за границей не езжу, мне просто лень. Аутлеты – это очень выгодно, но и тут нужно знать тонкости. Если вы видите там стопку новеньких маек во всех возможных размерах, будьте уверены, их отшили специально для аутлетов. Иногда до 90% монобрендовых аутлетов заполнены вещами, которые шьются специально для них. Из ткани похуже и со швами покривее. В целом все торговые центры устроены похоже. В любой стране вас встретит примерно тот же набор магазинов. И размещаться по этажам они будут схожим образом. На первом самые большие площади забирают якорные бренды. Те, которые привлекают в торговые центры больше всего людей. Это наверняка будут H&M и Zara, и они займут не один этаж. Здесь же снимают помещения и косметические сети, и дочерние бренды люксовых домов. Верхний уровень будет отдан детским товарам. И если человек пришел в торговый центр за ними, он преодолеет сколько угодно этажей, а по пути может соблазниться и купить что-то еще. Соблазнить вас на покупку – главная задача моды. Именно на это нацелены визуальные мерчендайзеры, люди, которые оформляют пространство магазинов. Они решают, что покупатели видят в залах в первую очередь. Из-за них человек, придя за майкой, выходит с кучей пакетов. Поэтому важно разобраться в уловках мерчендайзеров. Первое правило – закон золотого треугольника. Пространство организует так, чтобы между входом, кассой и зоной с самыми популярными товарами было расстояние как можно больше. Потому что по пути от одной точки к другой вы таким образом увидите больше других вещей, которые могут зацепить ваше внимание. Второе правило – закон золотой полки. Лучше всего продаются вещи, размещенные на уровне глаз покупателей. Если расположить там и без того популярные товары, они и вовсе разлетятся. Вообще лучший способ спровоцировать импульсивную покупку – разместить товар на виду. Если не на золотой полке, то в зоне касс, где покупатели проводят много времени. Предупрежден – значит вооружен. Зная о главных хитростях, вы сможете отслеживать их и не поддаваться. Главное знать, что именно вам нужно, где находятся эти вещи, и двигаться по своему маршруту, не сбиваясь. Так вы сэкономите время и деньги. К чему это я? Иногда нужно рыться в вещах, чтобы найти то, что нужно, а не то, что хочет продать вам магазин. Вспомните свой ближайший или любимый продуктовый. Скорее всего, вы приходите туда за популярными продуктами типа яйца или молоко. Заходите, идете к популярному продукту, а дальше, чтобы подойти к кассе, нужно пойти совершенно другим путем. Вот именно так работает мерчендайзинг. Это обязательная программа, с которой нужно начать. Но повести клиента под сумму или по ближайшему торговому центру может каждый. Вы, если довольно насмотрены, точно соберете там хорошие образы. Но иногда этого недостаточно. Кто-то приходит к стилисту, чтобы собрать просто гармоничный гардероб, а для кого-то важно выделяться. Они приходят за уникальностью. Когда базовый гардероб собран, его нужно дополнить стилеобразующими вещами, которые раскроют характер клиента. И приходится искать что-то особенное, чего ни у кого нет. Тогда в ход ведут и винтажные магазинчики, и секонды, и концепт-сторы с редкими дизайнерами.
Их вам придется искать самостоятельно. В каждом городе свой набор таких секретных точек. Многие в Москве, например, любят Леформ или SV Moscow. Сейчас также популярны платформы по перепродаже вещей, например, Askelia, Spin for Spin или международный The Real Real. Еще один вариант – идти к российским дизайнерам. Лет 5 назад на все свое в моде у нас смотрели косо. В локальный талант особо не верили, возмущались, что все дорого, а что недорого, то безвкусно. Сейчас эти времена прошли. Марок действительно стало больше, выросло качество. И теперь среди даже российских брендов можно найти вещи на любой вкус и из любого ценового сегмента. За вещами спокойными, чтобы собрать более интересную базу, можно идти в 12 Stories, Ушатава, Тумут, Шью. За яркими и характерными к молодым дизайнерам типа Рома Уваров. Купальники все модные девушки покупают в Патче, а белье в Петро. Огромное количество дизайнеров украшений типа Август. У меня сейчас нет цели всех перечислить, это вам на самостоятельную работу. А если вы живете не в России, обязательно изучите локальных дизайнеров. Я обещаю, вам это понадобится. А теперь поговорим об онлайн-шоппинге. Удивительно, но его до сих пор многие боятся. И вести будут долго, и подделки вместо оригиналов пришлют, и с размерами не угадаешь. Это все мифы и только. Если работать с проверенными магазинами и быть внимательными, всех проблем легко избежать. И тогда онлайн-магазины станут вашими главными помощниками в работе. Чем же так хорош именно онлайн-шоппинг? Во-первых, выбором. В местных магазинах вещи, которые вам нужны, могут закончиться. Или их туда вообще не привозили. Или у вас в городе просто нужных магазинов и нет. Не все живут и работают в столицах. Онлайн убирает все эти ограничения. Если вы в Челябинске, а туфли в нужном размере остались в единственном экземпляре во Флоренции, они к вам приедут. Именно на это делает ставку Farfetch, самая известная онлайн-платформа, работающая по принципу маркетплейса. Это значит, что они не держат собственных точек, а объединяют на своей площадке магазины из разных стран. Буквально сотни. Это и маленькие семейные мануфактуры, и ультрамодные концепт-сторы, и коллекционеры кроссовок. Второй плюс онлайна – цены. Скидки в онлайне идут постоянно. И ценники в разделе распродаж вас удивят. А некоторые сайты специализируются именно на скидках. Такие онлайн-аутлеты. Самый известный – Outnet. Это платформа с крутой репутацией, и на фейк там не наткнешься. Вот вам пример. Почему не надо тратить деньги на Zara? Вы заходите на Outnet и видите, платье Холстон, которое стоило 23 тысячи рублей, стоит 9 300. Стелла Маккартни стоила 100, а теперь 30. По цене, как два платья Zara. Так зачем покупать переоцененный масс-маркет? Вот некоторые правила онлайн-шоппинга, которые я советую запомнить. Прежде чем тянуться за картой, поищите ту же вещь в других магазинах. Сравните. Часто цены в разных местах отличаются. В этом плане российские магазины зачастую проигрывают зарубежным. Но важно помнить, что в итоговую цену при покупках из-за границы будет входить еще таможенные пошлины и доставка. Так что рассчитывайте заранее. А вообще не бойтесь пошлин и возвратов. Один раз делайте и поймете схему. В российских магазинах цены на вещи тоже часто отличаются. Показательно в этом плане сравнение в тройке ЦУМ, Айзелька, М20. Там пересекается ассортимент. Считается, что в ЦУМе, несмотря на все обещания миланских цен, всегда все дороже, чем в других магазинах. Я бы на слово не верил. С разными позициями бывает по-разному. Где-то ЦУМ будет дороже, где-то дешевле. Разберитесь в линиях брендов. Чтобы не купить на радостях вещь из дочерней линейки люксового дома по цене первой. Разберитесь в размерах. Они могут отличаться в зависимости от страны и даже просто от бренда. Сидите за компьютером с сантиметром и всегда смотрите таблицы размеров, которые публикуют на каждом сайте. Как поступаю я? Смотрю на рост модели. Например, она 182 сантиметра, а размер на ней М. У меня рост 192, значит в таблице размеров мне нужен тот, который отличается примерно на 10. И вообще будьте внимательными. Если долго следить за какой-нибудь рубашкой Jacquemus, можно увидеть, как она из нового сезона попадает в раздел распродаж, а потом снова всплывает под плашкой новый сезон, уже с новой ценой, совсем не скидочной. И если вы разбираетесь в коллекциях, то заметите, что на подиуме она на самом деле была 100 лет назад. Если вы видите плашку «Эксклюзив», это значит, что вещь представлена
представлена только в этом интернет-магазине. Это не обязательно делает ее потрясающей. Возможно, это просто обычная вещь, отшитая для площадки в новом цвете. Пометка Runway означает, что вещи с подиумной коллекции. У люксовых домов всегда есть это разделение. Есть коллекции более базовые, которые идут прямиком в магазины, а есть те, которые показываются на подиумах, имиджевые, надевая которые вы делаете модное заявление. Использовать онлайн-магазины мы будем не только для покупок, но и для пресс-шоппинга. Что же это такое? Когда к вам приходит клиент, вы в первую очередь должны разобраться, чего он хочет. Звучит просто, говорить-то мы умеем. Но люди на одни и те же вещи часто смотрят по-разному. То, что для одного минимализм, для другого может оказаться трэшем. Так что прежде чем бежать по магазинам, надо согласовать все с клиентом. Собрать все картинки, которые покажут, что вы имеете в виду. И убедиться, что ваше видение с клиентом совпадает. Их мы сохраняем из онлайн-магазинов. Это экономит кучу времени и нервов. Заодно помогает сразу понять, какие вещи нужны и куда за ними идти. Не метаться по случайным местам. К этому уроку вы получите дополнительные материалы, в том числе и список, где мы разберем все значимые интернет-магазины, которые вам пригодятся или не пригодятся в работе. Сейчас вдаваться в детали не буду, просто обозначу те, с которыми работаю постоянно. Любимых у меня два. Главный фаворит для покупок в люксовом сегменте – Matches Fashion. Здесь крутые цены и сервис доставляют очень быстро, сильная визуальная составляющая и выборка товара. На втором месте Net-a-Porter и его мужское подразделение Мистер Портер. Там представлен не только люкс. Можно купить и кутюр за 18 тысяч фунтов, и платье за 100. Мужские уличные коллекции есть практически на всех популярных сайтах. Из тех, кто на одежду для мужчин делает упор, выделю Brandshop и, например, Пик. Моя любовь, вопреки всему, Bosco Outlet. Их онлайн-магазин просто мрак. Но когда находишь Джилл Сандер времен Рафа Симмонса за 12 тысяч рублей, это отчасти искупает ужасное устройство сайта. А еще очень простой возврат. Можно заказать курьера, все примерить и ничего не взять, оплатив только доставку. Концептуальные марки хорошо ловить в СВ Moscow. Они, на мой взгляд, выигрывают у КМ-20. У тех сайт вообще не особо заточен под людей. А у СВ Moscow инспирирующий интернет-магазин и удобный сервис. Во время распродаж скидки доходят до 90%. Из зарубежных, которыми можно еще и вдохновиться, выделю Essence. У них всегда можно найти что-то редкое. Правда, не самая быстрая и удобная доставка. В демократичном сегменте основных игрока тоже два. Про Wildberries и Shein говорить не буду, я их боюсь. А вот Ламоду рекомендую, они молодцы. Огромный выбор недорогих вещей. Хороший раздел премиум и на сейле на него отличные цены на уровне масс-маркета. Еще вариант для бюджетного шопинга – Asos. Это масс-маркет без претензий на большее. Качества крутого ждать не стоит. Но много прикольных вещей и дешевых. Выбор огромный. Для недорогого гардероба сойдет. Но у меня все вещи оттуда умирают после второй стирки. Бонус – большой выбор для плюс-сайз, для беременных и для высоких. Я не говорю, что вам нужно перестроиться и делать покупки исключительно онлайн. Но это тот инструмент, который нельзя игнорировать. Так что пробуйте, изучайте, заказывайте. А если вы живете не в столице, то онлайн-шоппинг – это вообще ваше спасение. Мы все живем в новой реальности, где интернет – огромная часть жизни. И работы в том числе. Сейчас очень популярны и онлайн-услуги стилистов. Но об этом, спойлер, мы поговорим подробнее в следующих уроках.